Давайте вспомним, что из себя представляла ОБСЕ еще 2-3 года назад. Это была организация, которая на протяжении 11 лет не могла собрать саммит и не могла собрать основные центры силы, входящие в Организацию по безопасности Европы, за одним столом. Это была организация, которую очень часто обвиняли в так называемых двойных стандартах. Особенно это касалось деятельности так называемого БДИПЧ. Это была организация, которая, с одной стороны, легитимировала косовский прецедент, но, с другой стороны, совершенно проигнорировала те реалии, которые были связаны с Южной Осетией и Абхазией после событий августа 2008 года. Но самое главное, что ОБСЕ постепенно выпадало из контекста тех новых рисков и вызовов, которые объективно сформировались в международной политике за последние несколько лет. Достаточно назвать Нагорно-Карабахский конфликт. 16 лет Минская группа участвовала в урегулировании этого затянувшегося конфликта. И, по сути дела, до настоящего времени, и на саммите это было проявлено со всей отчетливостью, не сумела выработать механизм, который позволял стороны побудить к компромиссу и от слов перейти к делу в разрешении этого одного из самых кровавых и тяжелых конфликтов на постсоветском пространстве. Организация фактически не реагировала на появление новых вызовов. Это социальная безопасность, это безопасность экономическая, это информационная безопасность. Можно ли сказать, что за год председательства эти системные изъяны были преодолены? Я полагаю, что в определенной степени на этот вопрос можно дать утвердительный ответ. Мне кажется, что можно выделить две главных составляющих успеха казахстанского председательства. И главное из них — это сам президент. Потому что если бы не был во главе Казахстана Нурсултан Назарбаев, я думаю, все это прекрасно сидящие в этом зале понимают, не было бы и саммита в Астане, и не было бы возможно и председательства Казахстана, которое во многом было достигнуто благодаря личному авторитету и признанию заслуг президента Казахстана в международном сообществе. С другой стороны, я должен сделать определенный и реверанс в сторону казахстанского МИДа, потому что удалось достичь формирования многоплановой и системной повестки дня на всех уровнях работы казахстанского председательства. Причем был сделан упор на как раз тех самых новых рисках и вызовах, с которыми сталкивается современный мир в начале 21 столетия. И если мы внимательно посмотрим выступление Назарбаева на саммите, то мы увидим, что первые акценты, которые были расставлены, это акценты по проблемам экономической безопасности. Это новые измерения в деятельности ОБСЕ, это решение проблем валютных, финансовых рынков, это общие правила игры в сфере экономики и бизнеса. Поэтому в каком-то смысле это продолжение тех инициатив, которые Казахстан и сам Нурсултан Назарбаев сделали во время событий мирового финансового кризиса. И здесь, конечно, к саммиту ОБСЕ был очень хорошо подготовлен бэкграунд в виде известных статей казахстанского президента, я имею в виду «Ключи от кризиса» и «Пятый путь». Действительно, я соглашусь с тем, что предложение Назарбаева о расширении измерения ОБСЕ — это скорее необходимость, к которой организация так или иначе придет в ближайшие годы. Вне зависимости от того, готовы ли к этому представители мировой политической элиты или нет, этот шаг побуждает делать сама реальность, потому что новые вызовы так или иначе должны как-то находить свое отражение в деятельности ОБСЕ. Если ОБСЕ не реагирует на меняющуюся повестку дня, значит, эта организация утрачивает статус структуры, которая готова участвовать в определении архитектуры европейской безопасности. Потому что за 35 лет с момента Хельсинского совещания изменились вызовы и изменилась та реальность, с которой мировое сообщество и европейское сообщество имеет дело. Отсюда и новые инструменты противодействия. Казахстан предлагал неоднократно за год председательства формирования новых институтов ОБСЕ. Уже некоторые российские эксперты поспешили поддержать эту инициативу, в частности Юрий Солозубов. Я думаю, что да, здесь есть действительно очень серьезный повод для размышлений, но как именно будет эта система новых институтов ОБСЕ выглядеть, я думаю, не нужно повторять ошибки других интеграционных структур, в частности Шанхайская организация сотрудничества, которая расширяется, подвешивая новые моторчики под корабль, условно говоря, действующей организации, как бы эти моторчики не затопили уже существующую структуру. Нужно все-таки, наверное, здесь и иметь то есть возможность сделать акценты на каких-то ключевых вопросах. И часть из них, опять-таки, были прочерчены в период председательства Казахстана. Первое.
акцент – это формирование единого пространства безопасности в границах 4 океанов, от Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского. Второе направление – это укрепление доверия, интеграции в рамках существующих межгосударственных объединений. Я имею в виду сближение повестки дня ОБСЕ с повесткой дня ОИК и совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. Третье – это сближение позиций по линии Восток и Запад, налаживание взаимодействия между НАТО и ОДКБ, установление тесных отношений ОБСЕ с рядом азиатских интеграционных структур. И четвертое – это расширение корзины институтов ОБСЕ, об этом я уже сказал выше. Поэтому мы можем говорить о том, что за 2010 год сформировалось новое содержание самого понятия безопасность применительно к ОБСЕ. Речь идет уже не столько о европейской, сколько о евразийской системе безопасности. Но, безусловно, сохраняется и проблемные зоны. Одну из я назвал из них – это урегулирование локальных конфликтов. Хотя та декларация, которая была подписана по Нагорно-Карабахскому конфликту, в принципе, это достаточно позитивный момент. Но ощущение такое возникает, что и со стороны Еревана, и со стороны Баку усиливается недовольство тем, что посредники никак не могут сформировать некий пакет договоренностей, который бы позволил перевести из области разговоров эти решения в область практических решений. Ну, все-таки думаю, что итоговый документ по Карабаху, подписанный в Астане, это максимум, что можно было достичь в сложившихся условиях. И второе, это то, что Запад так и не отреагировал на предложение российского лидера о новой архитектуре европейской безопасности. На саммите, с моей точки зрения, эта тема не получила достойного освещения. И это тревожный сигнал для будущего ОБСЕ, поскольку невозможно успешно изменить частное, не достигнув договоренности по общим принципам и направлениям этих изменений. Хотя здесь я считаю, что позиции России и Казахстана, они во многом совпадают, но Казахстан весь год играл роль честного брокера, не становясь на сторону России или наших, так сказать, друзей, партнеров, конкурентов. На саммите, к сожалению, российский голос был услышан, на мой взгляд, в недостаточной степени. Поэтому, подводя итог, мне кажется, что ставить черту под казахстанским председательством и его влиянием на дальнейшую историю ОБСЕ, ограничиваясь временными рамками 2010 года, это не совсем правильная позиция. Инициатива Астаны, высказанная в течение года, перекидывает мостик от казахстанского председательства в ближайшее будущее. И здесь, конечно, вопрос, будет ли эта динамика поддержана Литвой и Украиной, соответственно, в 2011 и 2013 годах. В отношении Литвы, скажу честно, у меня, по крайней мере, есть определенные сомнения. Ну а с другой стороны, сам Казахстан будет председательствовать в ОИК. И здесь уже, может быть, не стоит использовать красивый образ, сложившийся за год. Казахстан – это геополитический мост между Европой и Азией, об этом слишком часто эксперты говорят. Но это действительно так, поскольку политическая жизнь продолжается, и несмотря на все разговоры о крахе или в более мягкой форме о системном кризисе ОБСЕ, по-прежнему эта организация остается одной из немногих дискуссионных и переговорных площадок, на которой могут встречаться 56 государств, входящих в ОБСЕ. И я думаю, что не стоит выставлять оценку казахстанскому представительству, эту оценку выставит сама жизнь. И во многом она зависит от того, насколько же все-таки разговоры о перезагрузке в системе международных отношений перестанут быть только красивой медийной фразой и, наконец, станут реальностью. Ну, а Казахстан сделал все, на мой взгляд, в течение 2010 года для того, чтобы эту задачу все-таки воплотить в жизнь.